Друзья, привет! Модельный бизнес — это тяжелая, но перспективная работа. Вы знаете, что модели заключают контракты с модельными агентствами, их отправляют в командировки, например, в Шанхай. И 5 лет назад произошло то, что потрясло просто всю индустрию моделинга. Бесследно пропала молодая Даша Бульба на набережной, причем оживленной набережной, где ходили люди. Она просто в один момент исчезла из зоны видения камер и пропала. До сих пор ее не могут найти. Даша родилась и выросла в Одессе, Украина. На момент пропажи ей был 21 год. Окончила колледж по специальности правоведения. Начала работать моделью с 17 лет, после того, как отучилась в одесском агентстве Art Podium. Стажировалась в родном городе, дважды ездила по контракту в Милан и потом остановила выбор на Китае. Сестра Даши, Екатерина Лещинская, вспоминает. Даша трижды ездила в Шанхай. 2 раза у нее был контракт на 3 месяца, а потом повезло заключить на год. Ей нравился Шанхай, нравилась экзотика. Сестра даже научилась говорить по-китайски, а английский знала в совершенстве. Мы общались с ней практически каждый день. Даша рассказывала о своих делах и выглядела всем довольной. Словам родителей, Даше очень нравилось в Китае. Она часто им звонила, писала, рассказывала, как тут все здорово. Но всего лишь через 4 месяца Даша пропала. Утром 5 августа мама разволновалась, услышала по новостям, что в Китае сильный шторм и даже землетрясение. Она написала Даше, но та ее успокоила. Это далеко, в Шанхае все спокойно. Тогда же сестра сказала, что едет на кастинг в другой город. Там иной роуминг, и она 2 дня не сможет выйти на связь. Поэтому мы всполошились только 7 числа, когда поняли, что Даша молчит. Таинственное исчезновение придалось огласке довольно быстро. Завели уголовное дело, обратились не только к местным властям, но и в Интерпол. Родители Дарьи обратились за помощью и к центральным каналам Украины, но те их проигнорировали. После исчезновения дочери родители на протяжении 2 месяцев поддерживали связь с украинским консульством в Шанхае. Их продолжали уверять в том, что поиск их дочери активно ведется, но на самом деле никаких продвижений в этом не наблюдалось. Полиция Шанхая тут же выдвинула теорию о том, что это могло быть самоубийство. Но были еще и другие неофициальные теории, которые более подходили к этой ситуации. И о них мы с вами поговорим немного позже. Так как девушка пропала в Китае, а все ее родные находятся в Украине, тут были сложности с расследованием этого дела. Но отец Даши настолько не мог смириться с этим происшествием, что сам приехал в Китай и попытался разобраться в случившемся. Когда отец все-таки попал в полицию, ему наконец позволили посмотреть записи с видеокамер. Там четко видно, как девушка идет по улице, набережной и садится в катер, который выполняет в Шанхае роль городского транспорта. Потом возвращается на катере с другого берега пролива и идет по направлению к своему дому. Следующие кадры показывают пустую улицу. Даша оказалась в одной из немногих слепых зон. Там ее след пропал. Полицейские считали, что она была в неадекватном состоянии, в каком-либо опьянении, потому что шла по улице в наушниках и пританцовывала. Но по данным иммиграционной службы, Даша страну не покидала. К тому же, так как это набережная, рядом был водоем, и все дно было расследовано, ничего. Останков Даши не было. В полиции считают, что сестра утонула, но в Далаза не нашли тело. Даже если бы его разрезало пароходным винтом, что-то должно было остаться. Из этого был сделан вывод, что убийство она не совершала, но если бы камеры были еще чуть дальше, то мы могли бы проследовать ее путь и понять, что с ней произошло. Только отца смущало, что полицейские сами себе противоречат. Сначала утверждают, что она мертва, а потом якобы она жива. Есть еще одна деталь, которая, наверное, поставит все на свои места. В этот день Даше предложил встретиться один человек, который до этого неоднократно звал ее поужинать, но не приходил. Родные связались с подругой Дашей, Александрой Морозовой, которая жила с ней в одной комнате. Девушка рассказала, что в тот день Даше позвонил неизвестный человек 5 августа, и она незамедлительно поехала к нему, покинула отель. Как будто это было что-то очень срочное. Это, по словам подруги, был 3-й в цепи неизвестных звонков, потому что до этого ей еще раз неоднократно звонили. Кто-то неоднократно назначал Даше встречу, но не являлся. Как будто кто-то хотел проследить, как будет идти Даша и сколько времени понадобится ей на дорогу. Как рассказывают ее родные, у Дарьи было много поклонников.
но она не хотела связывать себя постоянными отношениями. Поэтому такие неоднократные встречи были для нее нормой. И по одной из версий, именно вечером 5 августа позвонил ее бывший парень. Что странно, в ходе расследования не было версий, что ее мог похитить какой-то близкий человек. Мы не знаем, опрашивали полицейские родных, друзей, соседок и того парня, который пригласил ее на ужин. Наверняка же кто-то рассказал о знакомом Даши. По крайней мере, официальная версия убийства. Напишите в комментариях, как вы думаете, что могло произойти в тот вечер. Некоторые друзья Даши из ВКонтакте подтвердили, что в тот день она общалась по Вичату со своими друзьями. Очень важная деталь. Она сообщила им, будто уже дошла домой и собирается ложиться спать. Значит ли это, что Даша специально всех успокоила и уже знала, что она пропадет? Кстати, у Даши есть и страничка ВКонтакте. Чуть позже мы ее обязательно разберем. Там есть некоторые интересные моменты. Вичат — китайский аналог нашего WhatsApp. Это практически единственный мессенджер, которым пользуются в Китае. У них даже логотипы похожи. Впрочем, как и у любого другого современного мессенджера. Если будет правильно сказать, современного. С точки зрения дизайна, новый логотип Facebook Messenger или того же Telegram выглядит свежо и современно по сравнению с другими лого. Как ни крути, дизайн — это очень важно для понимания продукта, это его упаковка. К примеру, если посмотреть на логотип Facebook Messenger, у нас возникают ассоциации, что это современный мессенджер с упором на работу с медиа. И действительно, его интегрировали в Instagram, и теперь будет прямое взаимодействие с медиа-контентом. Но дизайн бывает разный, например, motion дизайн. Сейчас недостаточно монтировать на базовом уровне, то есть склейки, инфографика. Нет. Сейчас индустрия требует того, чтобы мы анимировали объект, потому что это сильно привлекает внимание. У онлайн-школы Contented есть курс «Профессия motion дизайнер в 2D и 3D». Contented уникально тем, что вы получаете все знания без воды, очень много практики и от практикующих дизайнеров. Вы можете окунуться в качественную образовательную атмосферу с быстрой поддержкой и чатом таких же учеников. На курсе Motion дизайна вы научитесь работать в After Effects и Cinema 4D, делать выразительную и реалистичную анимацию, выстраивать свет и качественное взаимодействие материалов. Если вы хотите делать не просто скучно, а современно, стильно, в ногу со временем, то, конечно, этот курс для вас. Кроме того, в процессе обучения вы сможете сформировать собственный стиль и начать работать с заказчиками, и вас этому научат. По итогу обучения у вас будет сразу 10 работ в портфолио плюс резюме, которые вам помогут составить. Ну и, конечно же, помощь с дальнейшим трудоустройством и стажировкой. И, кстати, что очень важно, вы будете практиковаться на реальных брифах, реальных заказчиков. Всего за 9 месяцев вы сможете получить качественное образование, и уже в процессе обучения вы сможете зарабатывать деньги. И специально от меня есть промокод, с помощью которого вы сможете получить приятную скидку на курс. Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на курс. Сестра говорит, что на странице Дарьи Бульбы постоянно заходит кто-то чужой. После пропажи девушки кто-то посетил ее страницу, потому что последняя дата активности была 25 августа 2019 года. Пароль есть только у меня и у Саши Морозовой. Она клянется, что никому не давала его. Мы хотим добиться, чтобы полиция пробила адрес, откуда делаются эти заходы. Когда Даша пропала, мы вскрыли... мы зашли в ее комнату, не вскрыли, зашли просто без замка. Нашли блокнот, в котором были пароли от ее скайпа и от ее ВКонтакте. Она нам рассказывала, что ее бывший парень, до того, как она уехала в Китай, взломал все ее соцсети. И она потеряла свои старые соцсети. Так что перед тем, как приехать в Китай, она завела себе новые, поэтому пароли были записаны, собственно, в этот блокнот, потому что это было все новое, чтобы не забыть, не потерять. Первое время мы заходили на ее страницу и в Skype, и в ВКонтакте, разговаривали с людьми, пытались выяснить, кто это. Вот. Потом то же самое было с полицией. В полиции приходил переводчик с китайского на русский. Я сидела там, и полицейский, и переводчик. Мы переводили всякие сообщения, тоже пытались выяснить, куда, с кем, как она могла пропасть. Вот. Агент Даши и девушки-модели, которые участвовали в этом деле, рассказывали, что их держали на допросе по 8 часов и всячески психологически склоняли к тому, чтобы они признали, что пропажа Даши Бульбы – это убийство. Владельцы модельного агентства, с которым работала Даша, также подтвердили, что у их модели никаких проблем не было. И если бы они увидели, что с ней что-то не так,
то они бы ее сразу же отправили домой, потому что у них все очень строго. После пропажи Даши владельцы агентства распечатали много листовок об ее исчезновении, а девочки раздавали их у метро и расклеивали в том районе, где она жила. Но в полиции предупредили, чтобы агентство не вмешивалось в это дело, иначе у них будут проблемы. Если это действительно правда, то, согласитесь, очень похоже на то, что полиция прикрывает чье-то похищение. Настораживает еще и тот факт, что полиция постоянно меняла время пропажи Даши. 2 месяца они рассказывали консулу, будто она пропала в 5-10 утра. Тоже говорили и отцу, и всем родным девушки. Но когда заметили, что ВКонтакте она была в 7:45, то поменяли время, и теперь она считается пропавшей около 8 утра. В то время, когда отец Даши был в Китае, в интернете стала распространяться неправдивая информация о Даше. Были статьи, в которых говорилось, что она уже давно погибла, еще в 2013 году, что это гражданка Украины Ксения, просто зачем-то поменяли старые фото на Дашины и изменили фамилию на Бульбашенко. И еще писали о том, что Даша — это шпионка ФСБ и сидит в китайской тюрьме. Потом писали, что она украинская шпионка и завербовала важного китайского чиновника из космической отрасли. Несколько человек из ВКонтакте с только что созданных страничек без фото добавлялись друзья к Дашиным одноклассникам, друзьям и просто знакомым в сети и рассказывали о неадекватности Даши, будто девушка была связана с наркотиками, что была дилером, и вообще она, с их слов, была оконченной наркоманкой и за дозу бы все продала. Но на этом странности не заканчиваются. Букер одного из модельных агентств, в котором работала Даша, Маркус Риги, сделал у себя на плече татуировку с изображением девушки. И неизвестно, почему он решил выделить именно ее среди множества моделей, с которыми он работал. Но у родственников есть другая, более реалистичная версия. Даша пропала именно после того, когда она собиралась заключить контракт с Шанель. И этот контракт был очень удачным. Выбрали как представительное лицо именно ее. И, возможно, у нее были конкурентки, которые захотели сместить ее и освободить себе место для заключения контракта. Выяснилось, что в Шанхае у Даши был друг Павел Дангузашвили, с которым она познакомилась в предыдущих поездках в Китай, и что она общалась с ним постоянно. Паша, это был ее очень хороший друг. Она прям его боготворила. Она говорила, что это такой умный, такой классный, замечательный человек. Отец девушки хотел встретиться и с Павлом, пообщаться по поводу ее исчезновения, но тот как-то все увиливал от знакомства с ним и общения. Это очень насторожило, потому что все знакомые Даши связывались с отцом и пытались как-то помочь в этом деле. Очевидцы говорят, что после того, как Даша пропала, ни Павла, ни, соответственно, ее в округе не было видно, хотя до этого они постоянно гуляли вместе. Тогда отец Даши попросил консульство в Шанхае, чтобы они попросили вызвать Павла на допрос. Но уже на следующий день он уехал из Китая в себе на родину в Грузию. И все наталкивает на мысль о том, что, скорее всего, он причастен к похищению. Но, возможно, он не хочет связываться с полицией не потому, что похитил Дашу или причастен к этому, а потому что у него есть свои дела. Наркотики, например. Когда отец Даши все же уехал из страны, парень признался, что знает больше информации об исчезновении их дочери, но предоставит ее только после того, как они вернут ему долг Дарьи. По словам парня, у его девушки-китаянки есть старший брат, работающий в полиции Шанхая. И именно он принимал участие в организации похищения девушки. Причина похищения заключалась в том, что его бывшая девушка приревновала Павла к Дарье, а это был способ мести. Но когда парень вернулся в Китай, он написал родителям девушки, что это все выдумка и лишь предположения, которые ничем не обоснованы. Родители Дарьи передали переписку представителям закона, но те предпочли ее проигнорировать. Друзья ВКонтакте у Павла Донга есть очень жуткая страница Дарьи Донг. В последний день, когда она заходила в сеть, девушка репостила на страницу большое количество фотографий Даши и выкладывала 30-40 записей в день на абсолютно разные темы. Последний раз в сети она была 20 июня 2017 года. И последним ее репостом была именно фотография Даши Бульбы. Есть теория, будто это 3-я страница самой пропавшей девушки, так как в некоторых записях она прямо намекает на свое состояние и планы.
На данный момент аватар этого профиля представляет собой снимок хирургической операции. Подумайте сами, какой человек мог бы поставить такое на аватар? Среди фотографий есть и российские корабли, которые, скорее всего, идут на Владивосток. Скорее всего, фотографии были сделаны непосредственно хозяином страницы. Но присутствуют еще публикации философов, их цитаты, и очень сильно настораживает статус. Я не понимаю, почему люди думают, что страница Дарья Донг это может принадлежать Даше, потому что просто если бы у Даши был выход в интернет, она бы связалась бы с родителями, сказала бы о том, что с ней все хорошо, скорее всего, смогла. Но ладно, если ты так не думаешь, то ладно, просто мне уже другие девочки писали сегодня и вчера о том, что думают, что это ее страница, и пытаются догадки какие-то, домыслы по картинкам делать, что вот она в рабстве, в общем. Существует версия, будто во время пропажи девушка связалась с родственниками и сказала, что у нее все хорошо. Потому что родственники во время пропажи девушки ведут себя подозрительно спокойно. Сестра отказалась как-либо комментировать этот момент, сказала, что это сугубо ее личная жизнь. И она утверждает, что Даша скоро вернется, она приедет. Что странно, родственники неохотно принимают чужую помощь. Они уверяют их, что якобы искать Дашу уже нет смысла. А это предположительно новая страница Даши, так как стиль общения девушек очень похож. Многие люди все же утверждают, будто Даша на самом деле употребляла наркотики. Это объясняют те странные записи на странице Даши Донг. Некоторые люди утверждают, что девушку либо продали в сексуальное рабство, либо продали на органы. Обратите внимание, ее знакомая подтверждает, что Даша была связана с наркотиками, и ее наивность ее погубила. Значит ли это, что она наивно связалась с Павлом, который был причастен к похищению? Причем Павел был самым близким другом Даши. И наверняка он знал ее настроение, ее планы. И всю эту информацию он мне рассказал. Сейчас пошла шумиха по поводу Даши Бульбы. Якобы некоторые девушки-модели видели ее в клубе, позвали ее по имени, она обернулась, это было ее лицо, но с ней были мужчины, которые взяли ее под руки и увели. Комментарий одной девушки-модели, что она работала с Дашей и рассталась с ней, пришлось оборвать общение из-за ее поведения. Она рассказала, что она употребляла наркотики, из-за этого у нее было такое не совсем адекватное состояние. И, кроме того, она добавила, что нельзя судить по человеку о ее милой внешности. Если бы Даша была жива в любом состоянии, то она наверняка связалась бы с родными, подкинула бы записку даже в этом баре с просьбой о помощи. Наверняка у нее должен быть телефон, с помощью которого она бы действительно связалась со своими родными и близкими. С другой стороны, если она опустилась и полностью зависима, скорее всего, ей это уже не надо. И ни с кем связываться, она не хочет ничего спасения. Она может уже плюнуть на свою жизнь, и восприятие под веществами очень меняется. К сожалению, в модельном бизнесе очень много алкоголя, эскорта и наркотиков. Друзья, пишите ваши комментарии по поводу этой истории. Куда могла пропасть Даша? Прошло уже так много времени. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. А я с вами прощаюсь до следующей недели. Привет, меня зовут Даша, это мой блог. Я записываю его едем на велосипеде. Я покажу. Едем на велосипеде без рук. Я живу в селе, которое вы видите сейчас на заднем плане. Потом могу рассказать еще немного о себе. Короче, мне 19 лет. Я ненавижу котов. А впереди машина, поэтому нужно останавливать.